Приветствую всех на моем канале, моих постоянных зрителей, а также тех, кто попал на мой канал впервые или случайно. Сегодня у меня совсем небольшое видео, снятое по просьбе моего подписчика и зрителя. У нас с ним была переписка, в которой он не то что возмущался, а просто сказал: вот вы показываете всякие сложные рецепты, консервацию, пироги. Ради бога, покажите, как просто и быстро отварить гречку, чтобы она осталась рассыпчатой. Выполняю просьбу. Сейчас я покажу свой рецепт рассыпчатой гречки. Первое, что я делаю, это ставлю закипеть воду. На стакан гречки я беру 3 стакана воды. Раз. Два. И 3. Все, включаю огонь. Пока у меня водичка закипает, и я набираю гречки в стакан и хорошенько ее промою. Гречневую крупу я промыла, и осталось только дождаться, когда закипит вода. В это время можно подсолить воду. Можно подсолить непосредственно перед тем, как бросаете гречку. Можно подсолить во время варки гречки, разницы нет. Я солю раньше, на стадии закипания. Соль, естественно, по вкусу. На этот объем воды я кладу неполную чайную ложку соли. Вода у меня хорошо закипела, и теперь нужно переложить сюда гречку. Хорошенько помешала и жду, когда закипит вода. С того момента, когда гречка уже начала кипеть, точнее водичка с гречкой начала кипеть, можно пенку снять. И вот с этого момента нужно дать гречке провариться от 3 до 5 минут. В зависимости от размера гречки. Бывает совсем мелкая, бывает более крупная. У меня гречка среднего размера, поэтому я ей дам провариться минутки 3-4. У меня прошло 4 минуты. Гречка еще сыровата. Она так и должно быть. Я выключаю газ. И мне нужно просто укутать мою кастрюльку. Для этого я беру обычное полотенечко, складываю его и вот так вот сверху кладу на кастрюльку, на крышку. Через 5 минут я подойду, помешаю гречку, солью лишнюю воду и дам постоять еще 2-3 минутки. Итак, у меня прошло 5 минут ровно. И вот, что у меня получилось. Вот такая вот, смотрите, рассыпчатая. Воды практически нет, но я все равно попытаюсь остатки воды слить. Для этого у меня есть вот такая вот штучка, приспособление. Если нет, просто накрывайте или крышкой, или тарелочкой и сливайте, уберите лишнюю воду. Накрываю, оставляю буквально на 2-3 минутки. И все, моя каша готова. На этом я со всеми прощаюсь. Желаю всем всего самого-самого хорошего. Приятного аппетита, конечно же. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.